Всем здравствуйте! Меня зовут Юлия, вы на канале Вязаные истории. В этом видео мы с вами свяжем вот такой комбинезончик для тигренка, по которому тоже есть мастер-класс на моем канале. Для вязания я использовала пряжу Yarnart Jeans Tropical, цвет 610, и мне потребовалось практически 1,5 мотка на один комбинезон. И вяжу я его на чулочных спицах размером 2 мм. Я использовала 5 спиц. Комбинезон не самый простой, вязать его довольно долго, потому что у него очень объемный капюшончик, есть пришивные детали. В капюшон мы будем вшивать шнурочек. Вяжется он от плеч, от шеи вниз, и уже в самом конце потом мы вывязываем из шеи капюшончик. Сзади у него есть еще вот такое отверстие под хвостик. Так, основные моменты вроде бы вам рассказала, поэтому давайте приступим к вязанию. Если в процессе у вас возникнут какие-то вопросы, обязательно спрашивайте об этом в комментариях, я вам постараюсь помочь. Начинаем вязание с того, что набираем 48 петель. Оставляем очень длинный хвостик, чтобы было достаточно для набора. И начинаем набирать. 2, 3, 4, 5, 6, 7 и так далее. Набираем до 48 петель. Набрали 48 петель, одну спицу мы снимаем, и у нас остается набранные петли на одной спице. Далее перекидываем ниточку, снимаем первую петлю не провязанную, это у нас идет кромочная. И далее мы провязываем 46 петель изнаночных. Четвертая, пятая, шестая, седьмая. Так дальше провязываем 46 петель изнаночных. Провязали. Остается у нас одна последняя петля кромочная, мы ее также провязываем изнаночной. Следующий второй ряд, снимаем первую петлю, далее вяжем 3 петли изнаночные, первая, вторая, и третья. Далее вяжем 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5. Это мы сейчас провязали переднюю полочку. Теперь вывязываем реглан, делаем накид, провязываем 2 лицевые петли и снова накид. Теперь будем вывязывать петли рукавчика, 6 лицевых, первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая. Снова провязываем реглан, накид,
2 лицевых и накид. Дальше провязываем петли спинки. Их у нас 10. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая и 10 петля. Снова провязываем реглан, накид, 2 лицевые и еще раз накид. Вывязываем петли рукавчика, 6 лицевых, первая, вторая, третья, четвертая, пятая и шестая. Вывязываем реглан, накид, 2 лицевых, накид. Дальше вяжем снова переднюю полочку. Провязываем 5 лицевых, первая, вторая, третья, четвертая, пятая, 3 изнаночных, первая, вторая, третья. И последнюю кромочную петлю мы провязываем также изнаночной. Провязали второй ряд. Следующий третий ряд. Первую петлю снимаем. Далее вяжем 3 лицевых, первая, вторая, третья, провязываем дальше 48 изнаночных петель. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая. Следующая 6 петля у нас попадает на накид. Накид мы провязываем наоборот. То есть, если будем провязывать вот так же, как и все, то у нас с вами получится вот такое отверстие. В этом комбинезоне оно будет не нужно, поэтому мы провязываем петлю скрещенной. Захватываем ниточку за вязанием. Так, 6 провязали, 7, 8. И снова мы попадаем на накид, также его провязываем наоборот. Видите, у нас получается вязание без дырочек. Довязываем так, в общем, 48 петель изнаночных. Провязали, на спице осталось у нас 4 петли, 3 мы провязываем лицевыми петлями, первая, вторая и третья, а последнюю мы провязываем изнаночной. Готов наш третий ряд. Следующий вяжем 4. Также первую петлю снимаем. Далее провязываем 3 изнаночных. Первая, вторая и третья. Вяжем 6 лицевых. В предыдущем лицевом ряду у нас было 5 лицевых,
В этом уже получается 6. Добавился один накид. Так, провязали 6, делаем накид, 2 лицевые и накид. Вяжем петли рукавчика. Их у нас теперь получается 8. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая и 8 петля. Снова накид, 2 лицевых, накид. Далее вяжем петли спинки 12. Первая, вторая, третья, 11 и 12 петля. Провязываем накид, 2 лицевых, накид, петли рукавчика, первая лицевая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая и 8. Снова вяжем накид, 2 лицевые, накид, 6 лицевых, первая, вторая, третья, четвертая, пятая и 6. Остается у нас 4 петли, 3 мы провязываем изнаночными, и последнюю 4 кромочную также провязываем изнаночной. Следующий ряд, первую петлю снимаем, первые 3 петли провязываем лицевыми петлями, первая, вторая и третья. Далее вяжем 56 изнаночных петель. Остается на спицах 4 петли. Первые 3 провязываем лицевыми, Накид. Я забыла его провязать на видео, но вы обязательно провяжите. последнюю провязываем изнаночной. Следующий ряд, это у нас будет уже 6. Первую петлю снимаем, провязываем 3 изнаночных, далее вяжем 7 лицевых, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, 7 петля. Вяжем накид, 2 лицевых и снова накид. Дальше провязываем петли рукавчика, их уже получается 10. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, 7, 8, 9 и 10 петля. Накид, 2 лицевых, (14 петель). Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
и 14 петля. Накид, 2 лицевых и снова накид. Вяжем петли рукавчика в 10 лицевых. Первая, вторая, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Провязываем накид, 2 лицевых, накид. Дальше довязываем 7 петель булочки. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая и седьмая. Оставшиеся 4 петли провязываем изнаночными. Провязали этот ряд. Вяжем следующий 7. Первую петлю снимаем. Вяжем 3 лицевых. Первая, вторая, третья. И далее провязываем 64 изнаночные петли. Остается у нас 4 петли. Первые 3 провязываем лицевыми. И последнюю петлю провязываем изнаночной. Вяжем следующий ряд. 8. Снимаем первую петлю и вяжем 3 изнаночных. Далее вяжем 8 петель лицевых. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая и 8. Накид, 2 лицевых, накид. Вяжем петли рукавчика. Их теперь уже 12. Первая, вторая, провязываем накид, 2 лицевых, накид и вяжем 16 петель спинки. Провязали. Вяжем накид, 2 лицевых, и накид. Дальше вяжем петли рукавчика 12. Провязываем накид, 2 лицевых, накид и вяжем 8 лицевых планочки. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая и 8 петля. Оставшиеся 4 петли на спице провязываем изнаночными.
Вяжем следующий 9 ряд. Первую петлю снимаем. Далее провязываем 3 лицевых. Первая, вторая и третья. Вяжем 72 изнаночные петли. Довязали. Далее вяжем 3 лицевых. Первая, вторая, третья и последнюю петлю провязываем изнаночной. Разворачиваем. Следующий ряд мы вяжем 10. Первую петлю снимаем, вяжем 3 изнаночных, девять лицевых, накид, 2 лицевых, накид. Далее вяжем 14 петель рукавчика. Накид, 2 лицевых и накид. Далее вяжем 18 петель спинки. Накид, 2 лицевые, накид, провязываем 14 петель рукавчика, провязываем накид, 2 лицевых и накид. Далее вяжем 9 лицевых в передней планочке, и оставшиеся 4 петли на спицах провязываем изнаночными. Провязали этот ряд, вяжем следующий. У нас идет с вами 11. Первую петлю снимаем, 3 провязываем лицевыми петлями и далее вяжем 80 изнаночных петель. Осталось на спице 4 петли. Первые 3 провязываем лицевыми и последнюю провязываем изнаночной. Следующий ряд мы вяжем 12. Первую петельку снимаем, следующие 3 провязываем изнаночными. И дальше вяжем 10 лицевых.
Делаем накид, 2 лицевые и накид. Вяжем петли рукавчика, провязываем 16 петель. Провязали, накид, 2 лицевые и накид. Далее вяжем петли спинки, их у нас получается уже 20. Накид, 2 лицевых, накид и провязываем 16 петель рукавчика. Накид, 2 лицевые, накид. Вяжем 10 лицевых, и оставшиеся 4 петли на спице мы провязываем изнаночными. Закончили вязать 12 ряд, следующий 13. Первую петлю снимаем, 3 петли провязываем лицевыми, и дальше вяжем 88 изнаночных петель. Осталось 4 петли, первые 3 провязываем лицевыми и последнюю кромочную провязываем изнаночной. Закончили этот ряд. В следующем 14 ряду мы разделим петли рукавчика, их пока оставим, будем вязать без них. Так, для начала снимаем первую петлю, и дальше провязываем 3 изнаночные, и 12 лицевых. Получилось, у нас как раз разделилось 2 петли, которые были регланные, одна у нас осталась на стороне полочки, вот она, эта петля, а вторая уходит в петлю рукава. Теперь с помощью иголочки я переношу петли рукавчика на нитку. Нам нужно так перенести 20 петель. И также вот мы дошли до второго реглана. Также у нас получается одна полоса уходит на петли спинки, а одна остается на рукаве. Таким образом я их оставляю на ниточке. Ниточку сейчас я завяжу на узелочек, чтобы они не слетели с нее.
Продолжаем дальше вязание. Теперь нам нужно набрать на спицу дополнительно 7 петель. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая и 7 петля. Продолжаем дальше вязать петли спинки. Теперь уже перенесенные на нитку мы не трогаем, а вяжем дальше 24 лицевых. Первая, вторая, третья, 23 и 24 петля. Вот видите, опять у нас так на петлях реглана одна уходит в рукавчик, одна остается на спинке. Теперь проделываем то же самое со вторым рукавом. Я это делаю также на иголочку. Если есть какой-то другой удобный способ, подскажите мне, пожалуйста, об этом в комментариях, я его тоже попробую. Быть может, он окажется проще, чем я делаю сейчас. Я уже вам рассказывала то, что я в вязании спицами не очень опытный пользователь, поэтому где-то могу еще и что-то не знать. И снова под этим рукавчиком набираем дополнительно 7 петель. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, 7 петля. Вяжем дальше. Провязываем 12 лицевых, первая, вторая, 11 и 12 петля. И далее довязываем оставшиеся 4 петли изнаночными. И далее мы с вами вяжем 7 рядов, чередуя изнаночные и лицевые ряды. Получается, 15 ряд мы вяжем изнаночными петлями, 16 лицевыми, 17 изнаночными, 18 лицевыми. И так до 21 ряда. 21 ряд у нас будет изнаночные петли. Вяжем лицевой ряд. Кромочная петля, 3 изнаночных, 62 лицевых, 3 изнаночных и снова кромочная, также изнаночная. Изнаночный ряд мы провязываем наоборот. Кромочная, 3 лицевых, 62 изнаночные, 3 лицевых и снова кромочная. Получается, повторяем. Изнаночные лицевые ряды. Всего должно получиться 7 рядов. Провязали мы 7 рядов. Вот что уже получается. Всего получилось у нас уже 21 ряд. И следующий ряд мы вяжем 22. Снимаем первую петлю. Провязываем 3 изнаночные.
И далее будем вязать лицевые петли, чередуя их с накидами. Получается, вяжем одну лицевую петлю и делаем накид. Далее мы вяжем 4 лицевые петли и накид. И так повторяем 15 раз. Чередуем. Первая лицевая, вторая, третья, четвертая. Делаем накид. Первая, вторая, третья, четвертая. Делаем накид. И так еще 13 раз. Провязали. Остается у нас 5 петель на спице. Провязываем одну лицевую. Дальше 3 изнаночных. И последнюю кромочную. Также изнаночные. Провязали. Дальше вяжем 23 ряд. Нам нужно с вами провязать кромочную, 3 лицевых, 78 изнаночных, снова 3 лицевых и кромочную, также изнаночную. 24 ряд вяжем также, но только уже лицевой ряд, это лицевые петли. Провязываем кромочную, 3 изнаночных, 78 лицевых, 3 изнаночных и кромочная, тоже изнаночная. И так повторяем. Нам нужно провязать 5 рядов. Я вам, как и в прошлый раз, также на экранчике сейчас распишу вот эти ряды, чтобы вы увидели, как их вязать. Получается, вяжем 23, 24, 25, 26 и 27 ряд. Провязали 5 рядов. Следующий 28 ряд мы будем закрывать петельки под хвостик. Начинаем вязать. Снимаем первую петельку. Дальше вяжем 3 изнаночных. И теперь вяжем 34 лицевые петли. Первая, вторая, третья, седьмая. Провязали 34 петли. Следующие 10 петель нам нужно закрыть. Первую петлю закрыли. Вторую. Третью, четвертую, пятую, шестую, седьмую, восьмую, девятую и 10-ю петлю. Теперь эту петлю, оставшуюся на спице, мы уже считаем как первую и еще дальше довязываем. В общем, должно получиться 34 лицевых, и на спице останется у нас 4 петли. Такое у нас получилось с вами отверстие. Это для хвостика. Довязали, и оставшиеся 4 петли мы провязываем изнаночными. Вяжем следующий ряд, 29. Снимаем первую петлю и следующие 3 провязываем лицевыми петлями. Далее вяжем 34 изнаночные петли. Провязали.
И теперь там, где мы закрыли 10 петель для хвостика, мы их набираем дополнительно. Первая петля, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая и 10-я петля. И продолжаем дальше вязать. Провязываем снова 34 изнаночных. Осталось у нас 4 петли. Первые 3 провязываем лицевыми, кромочную провязываем изнаночной. Закончили этот ряд. Следующий ряд, получается уже 30-й, мы с вами будем переносить уже на 4 спицы и соединять комбинезончик в круговую. Если у вас есть круговые спицы маленькие, то, конечно же, проще это сделать на круговых. Но я всегда вяжу на 4 спицах. Переучиваться мне пока что не хочется, поэтому показываю, как вяжу я. Так, начинаем следующий ряд. 30-й. Снимаем первую петельку. Провязываем первые 3 петли изнаночные. Первая, вторая, третья. И далее вяжем 18 лицевых. Первая, вторая, 17 и 18 петля. Теперь эту спицу я оставляю, беру другую и набираю также 18 лицевых уже на вторую спицу. Первая, вторая, третья, 16, 17, 18. Так, 18 набрали. Теперь снова на третью спицу, получается 2 уже оставляем вот так, и на третью спицу снова набираем 18 петель. Набрали, и оставшиеся петли переносим на 4-ю спицу, провязывая лицевые до того, как останется у нас на спицах 4 петли. Оставшиеся 4 пока не провязываем. Покажу, как будем делать дальше. Провязали, 4 петли оставили, переносим на дополнительную спицу или иголку, такую же широкую, толстую. Сейчас будем мы соединять 2 петли, 2 стороны планочки. Получается, вот так у меня идет. Вы можете посмотреть, как вам нравится больше, как накладывается одна планочка на другую. Можно поменять их сторонами, но мне нравится, вот, чтобы именно вот так было. Получается, вот эта сторона была сверху. И теперь провязываем их вместе. Извиняюсь за шум от спиц. Как не получается. Попробуем вот так. Получается, захватываем одну петлю с первой спицы и вторую петлю с нижней спицы. Вот так захватили 2 и провязываем лицевую. Это мы провязали первую. Дальше то же самое делаем со второй. Также захватывая первую и сразу же захватывая вторую. Провязываем лицевую. Также вяжем третью, захватывая первую петельку,
и со второй спицы петельку провязали лицевую, и еще у нас остались по одной петле на 2 спицах. Также провязываем их вместе. Это мы соединили петли планочки, провязали, и теперь нам необходимо с вами в круговую лицевой гладью провязать до необходимой длины. У нас сейчас получилось 30 рядов. До 50 ряда теперь я вяжу просто лицевой гладью. Давайте покажу вам на комбинезоне, какая это должна быть длина. Вот смотрите, это мы сейчас с вами вот здесь закрыли петли планочки, соединили их вместе. Так, и вот теперь от планочки до вот этой нижней части нужно провязать необходимую длину. У меня это получилось 20 рядов. После будем вывязывать уже мы закрываем штанишки. Как раз. Получается, примеряйте на своего тигреночка. Петли, где мы и смотрите примерно вот планочку. до этого места. Она состоит из 4 петель. И чтобы они между собой соединялись, но оставалось примерно вот такое вот расстояние. Далее провязываем 37 не хватающее петель для того, чтобы штанины и закрываем под хвостиком также 4 петли. На вторую штанишку у нас тоже остается 37 ну, просто вот так петель. прикладываете, и примерно вот такая вот часть остается. Быть может, вам потребуется меньшее количество рядов или наоборот больше. Регулируйте длину самостоятельно. Провязали нужную длину. Вот так все выглядит. Наше отверстие под хвостик. И теперь будем разделять на штанины. На одну штанину у меня получается... Далее провязываем 37 петель штанинки. Ищем сейчас петли планочки, которые были у нас 4. Я их оставляю, получается, не провязанными. 2 петли уберу. Вот эти 4 петли у нас относятся к планке. Поэтому мы их сейчас закрываем. Первая петля. Вторая. Третья. И 4-я петля. Первая, вторая, третья, 4-я, 5-я, 6-я, 7-я, 8-я, 9-я, 10-я. Провязали 37 петель. И теперь следующие 4 петли, они получаются у нас под хвостиком, мы закрываем. Все, разделили петли на штанишки. Одну вот эту сторону мы снимаем на ниточку, убираем, чтобы она нам не мешала. И вязать будем только, получается, правую сторону. Там, где у нас рабочая ниточка. Отверстие между ножек
закрытые вот эти петли 4 с одной стороны, 4 с другой стороны, мы потом уже в конце, когда будет готов комбинезончик, просто сошьем. Я перенесла пока что ненужные петли второй штанины на ниточку, и теперь будем вязать правую. Первая петля у нас уже провязанная. Довязали. Дальше мы с вами вяжем еще 4 ряда. Дальше вяжем резинкой по кругу лицевой гладью. Я использую для этого сейчас также будут 4 спицы. 3 ряда нужно всего провязать просто лицевыми петлями. Соединяем в круг и вяжем следующий второй ряд. Второй провязали, и остается еще один ряд лицевыми петлями, третий. Чередуя 2 лицевые петли, 2 изнаночные. Над изнаночными у нас будут изнаночные, над лицевыми будут лицевые. Две петли изнаночные, 2 петли лицевые. И 1 петля лицевая получилась у нас в конце ряда. Здесь у меня идет 3 лицевых. Дальше также повторяем 2 лицевых над изнаночными. Также вяжем 2 изнаночных и 2 лицевых. Довязали 4-й ряд резиночки. И теперь закрываем петли. Закрываю я их изнаночной стороной. Провязываем 2 петли вместе изнаночной и возвращаем петлю на спицу. Снова 2 петли изнаночные вместе, возвращаем на спицу. И так провязываем все петли на этой штанине. Довязали последние петли закрыли. Ниточку обрезаем, оставляем чуть-чуть подлиннее, чтобы было удобнее прятать потом хвостики. И теперь здесь я делаю такой узелочек и затягиваю. Оставляем пока хвостик
так. После мы как все сделаем, вместе все это спрячем. Я покажу, как прятать и как сшить. Теперь проверяем, налезет ли штанина на ножку. Все, ножка поместилась, самое главное. Вяжем точно так же вторую. Присоединяем ниточку к внутренней стороне ножки. И по оставшимся незакрытым петлям также провязываем 3 ряда лицевыми, 4 ряда резинки, 2 лицевых, 2 изнаночных, и последний ряд закрываем изнаночными петлями. И давайте покажу вам, как набрать петли рукавчика, потому что вяжется он по такому же принципу, как и штанинка. Рукавчик я вяжу на 3 спицах, 4 вяжу, на 3 спицы я переношу петли. Получается, здесь у нас с вами 20 петель, которые мы оставляли не закрытой. И здесь под рукавчиками я набираю дополнительно еще 7 петель. Делаю это с помощью спицы. Можно набрать с помощью крючка эти петли. Оставьте хвостик небольшой, потом его тоже спрячем. И набираем. Не самый легкий способ, конечно. Три, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. И 7. Вот это отверстие я потом сошью, когда уже будет полностью связанный рукавчик. Если хотите, можете набрать еще дополнительно по краям петли, но мне этого достаточно для ширины рукава. Как раз 7 петель, которые мы набирали под рукавчиком накидами. Так, и теперь оставшиеся петли 20 также переносим на спицы, 10 на одну, 10 на вторую, и по кругу вяжем. Ниточка у нас уже присоединена. И по кругу провязываем лицевые ряды. У меня их получилось 16. 3 ряда резинки. На штанишках сделали 4, на рукавчиках все-таки 3. И один последний ряд мы закрываем уже изнаночными также петлями. Одинаково провязываем оба рукавчика. И дальше мы с вами встретимся, чтобы спрятать все кончики. Вместе это сделаем, все хвостики, и свяжем капюшончик. Провязали. Вот так выглядит задняя часть комбинезончика с отверстием для хвостика. И вот так выглядит передняя. Переднюю часть, сейчас покажу, как делала вам на первом варианте комбинезона. Я пришиваю только одну пуговичку на переднюю часть. Можно еще, если хотите, здесь тоже вывязать петельку крючком, сделать еще одну, но я вот так и оставляю. То есть у меня это была специальная такая задумка. Вы, если хотите, можете пришить несколько пуговичек. Теперь давайте попрячем ниточки, те, что у нас остались. Я делаю это с помощью иголочки с острым кончиком. С изнаночной стороны немножко сшиваю штанинку, потому что получается такой, видите, небольшой переход. И чтобы его не было сильно заметно, я их сшиваю, чтобы они были ровненькие. Теперь ниточку на изнаночной стороне завязываю на узелочек. Я так делаю со всеми хвостиками. И провожу между петельками.
не обхватывая петли, а прям разделяя их с помощью иголочки. Так, чтобы не было иглу видно ни с этой стороны. Видите, с этой стороны тоже захвачены ниточки. И провожу. Один раз провела. И теперь точно так же, чуть пониже, в обратную сторону, также разделяя петельки иголочкой. Саму пряжу, получается, разделяю. Все, вот таким образом первый хвостик спрятали. То же самое нужно сделать со всеми оставшимися. Теперь, как мы сшиваем отверстие между ножек? Выворачиваем комбинезончик на изнаночную сторону. У нас оставалась ниточка, когда мы провязывали вторую штанинку. Вот с помощью этой ниточки сейчас сошьем. Получается, я просто прошиваю, захватывая петельки с одной стороны и со второй. Петельки, которые мы закрывали. После того, как прошиваем, также завязываем на узелочек и прячем хвостики. Все, делаю узелок и провожу между пряжей. Обрезаем. Все, прячем так везде хвостики. Их получается немало. И будем вывязывать крючком петельку для пуговички. Все хвостики попрятали. И теперь давайте покажу, как с помощью крючка сделать петельку. Примерно на второй и третьей примерно петле я это делаю сверху, если считать. Присоединяем ниточку, хвостик оставьте небольшой, чтобы удобно было потом ниточку эту прятать. Так, набираем цепочку из необходимого количества воздушных петель, примеряйте под пуговичку, которая у вас будет пришита. Я сделала 9 воздушных петель. Теперь присоединяемся во вторую петельку сверху. Набрали, получается, в третью. Присоединяемся сейчас во вторую. Провязываем соединительный столбик. Обрезаем ниточку. Вытягиваем ее. И выводим туда, где остался первый хвостик. Все, 2 хвостика вместе. Я их теперь завязываю на узелочек. И также с помощью иголочки прячу в полотне. Вот такая получилась у меня петелька. Простая, очень легкая в исполнении. Доделываем петельку, пришиваем пуговичку и переходим к вязанию капюшона. Так, начинаем вязать капюшон. Для этого нам нужно с вами из первого ряда, где мы в самом начале набирали петли, из этого ряда поднять 48 петель. Первая.
третья, четвертая, пятая, шестая. Набираем в каждую петельку, не пропускайте. Седьмая, восьмая, девятая, десятая. Вот так это должно выглядеть. Ну, так же, как мы поднимали петельки под рукавчиками. Набрали 48 петель. Вот что у нас в итоге получилось. И теперь свяжем. Первый ряд снимаем первую петлю и далее все петли провязываем изнаночными. Получается кромочная, 46 изнаночных и кромочная, также изнаночной петлей. Провязали ряд изнаночными. Дальше второй ряд мы снимаем первую петлю, провязываем одну лицевую и накид, лицевая, накид, лицевая, накид. И так чередуем до конца ряда. В конце ряда последнюю кромочную провязываем изнаночной. Довязали ряд до конца, разворачиваем и вяжем изнаночный ряд. Снимаем первую петлю, дальше вяжем изнаночными петлями. Накиды я не перекручиваю, а вяжу так вот, как есть, как обычно. Они у меня получаются вот так, с дырочками. Таким образом обозначивается, где у нас переход от спинки к капюшону. И вяжем ряд до конца изнаночными петлями. Довязали этот ряд до конца. На капюшоне только у меня один ряд с прибавками, мы его уже провязали, поэтому дальше просто вяжем необходимую длину, чередуя лицевые и изнаночные петли. Длина нужна такая, чтобы две половинки вот здесь над головой сходились. То есть вот это все расстояние мы вяжем уже без каких-либо прибавок, убавок, просто по прямой. Навяжите нужную длину. После мы с вами встретимся, прошьем, соединим деталь пополам и прошьем вот здесь окантовочку, в которой у меня вставлен шнурочек. Вот так. Довязали капюшон. Вот эта длина у меня получилась 18 сантиметров. На лицевой стороне петельки закрываем в последнем ряду, выворачиваем на изнаночную сторону, и с этой стороны я закрываю просто соединительными столбиками. Уже начала, чтобы попробовать, как это выглядит. Находите серединку, 2 средние петельки, я их даже отметила. И теперь с помощью крючка просто соединительными столбиками, вводя крючок под косичку получившуюся. Здесь у нас косичка и здесь. И провязываем соединительный столбик.
Я думаю, если вы изначально связали тигренка, то вам знакомо, что такое соединительные столбики и как их провязывать. Вяжем так, закрывая полностью все петельки. Вот так выглядит изнаночная сторона, а вот так выглядит лицевая. Соединили до конца комбинезончик. Теперь с помощью иголочки прячем все хвостики. И теперь нам нужно с вами набрать цепочку из воздушных петель для шнурочка. Длину цепочки я набираю примерно от части, где у нас соединились две планочки, идет вокруг капюшона длина и до второй стороны планочки. Такой длины цепочку. Ее мы будем сейчас вшивать в края капюшончика. Провязали цепочку. Вот такая она у меня получилась. У меня вышло 120 воздушных петель. Кончики обрезаем не сильно коротко. И будем сейчас их вшивать. Давайте покажу вам на примере вот этого комбинезона. Вот так у меня подшит краешек, и внутри этого краешка находится цепочка из воздушных петель. Пришиваю я той же самой ниточкой, которой мы вязали комбинезон. Начинаем от шовчика, где у нас был набор петель. Подворачиваем капюшончик вовнутрь. В самом начале получится совсем немножко подвернуть. Дальше подворачиваем чуть-чуть побольше, примерно вот так. Ну, конечно же, чтобы вам хватило внутри места для цепочки. И чтобы когда вы пришивали, вы не задевали цепочку. Потому что тогда не будет регулироваться капюшончик, его нельзя будет стянуть. Так, начинаем с самого основания прошивать. Я оставляю хвостик, потом завяжу его на узелочек, спрячу. Захватываем петельку на основной части и петельку на части, которую мы подогнули. Снова захватываем косичку вот эту на одной части, петельку на капюшончике. И таким образом прошиваем до обратной стороны по всей длине капюшона. Смотрите, чтобы везде было одинаковое расстояние подвернуто. Все прошили, хвостики спрятали. Вот что у нас в итоге получилось. И нам остается только осчастливить обладателя этого комбинезончика, который уже
очень заждался. Наряжаем нашего тигренка и радуемся полученному результату. Очень надеюсь, что мастер-класс не показался вам сложным, все моменты были понятны. Я старалась показать вам максимум, чтобы у вас не возникло никаких вопросов в процессе вязания этого комбинезончика. Если все же что-то было непонятно, пишите в комментариях, я постараюсь вам там помочь. Спасибо всем, кто вязал вместе со мной. Увидимся с вами очень скоро в следующих видео. Всем пока!